Новейшие и самые крутые роботы компании Boston Dynamics, а также история, эволюция и секреты самых невероятных роботов в мире. Бонусом — фантастические, но забытые проекты компании. Boston Dynamics была основана и почти 30 лет возглавлялась Марком Райбертом, который начинал как профессор Массачусетского технологического института. В институте Райберт основал LEG Laboratory, посвященную исследованию активного баланса и динамики при создании систем на ногах. А в 1992 году он отделился от MIT и создал Boston Dynamics. Новой компании было необходимо финансирование, и его предоставили военные. Boston Dynamics создавала для них интерактивные трехмерные компьютерные симуляции для обучения военных летчиков. Затем было несколько уже забытых, но удивительных роботов. Шестиногий робот Райс, способный подниматься по вертикальным поверхностям и менять позу, подстраиваясь под рельеф за счет микрозацепов на каждой ноге и хвосте. Герметичный робот с камерами для военных R-Hex, способный преодолевать скалистую местность, песок, ручьи, грязь, железнодорожные пути и так далее. И робот Sand Flea с 4 колесами, способный прыгать вверх на 10 метров, удерживая свое положение за счет использования колес в качестве гироскопов. А также Little Dog — небольшой исследовательский робот для энтузиастов робототехники. Но самым известным проектом для военных, а конкретнее для американского агентства перспективных исследований DARPA, стал робот Big Dog, представленный в 2005 году и ставший первой интернет-сенсацией компании. Разработанный в сотрудничестве с Foster Miller, лабораторией реактивного движения НАСА и Гарвардским университетом, робот должен был переносить военные грузы по пересеченной местности, но оказался слишком шумным. Проект закрыли в 2015-м, тем более, что компания Google, купившая Boston Dynamics в 2013 году, отказалась заключать новые контракты с военными. Но Big Dog не был неудачей. На нем Boston Dynamics отработали алгоритмы для всех последующих роботов компании, включая робота Атласа. Ноги Big Dog были оснащены гидравлическими актуаторами, на каждом из которых располагались сенсоры, контролировавшие положение сустава и силу. Всего таких сенсоров у Big Dog было 50. Бортовой компьютер робота координировал положение ног и высоту тела во время передвижения, отслеживал силу взаимодействия с землей, распределял нагрузку между ногами. Это позволяло Big Dog адаптироваться к изменениям поверхности. За время работы с DARPA компания успела создать еще несколько роботов. Это Alpha Dog, более тихого и выносливого, чем Big Dog, оснащенного системой стереовидения и лидаром. Alpha Dog Proto с улучшенной системой поддержки Legged Squad или LS3 с рядом датчиков, позволявших роботу следовать за человеком по пересеченной местности, избегая препятствий, а также самостоятельно перемещаться по GPS или следовать голосовым командам. Еще был робот Cheetah, способный разгоняться до 46 км в час на высокоскоростной беговой дорожке, получая питание от бортового гидравлического насоса. Автономная модель Cheetah получила название Wildcat, и на сегодня это самый быстрый четвероногий робот, способный бегать со скоростью 32 км в час, не теряя равновесия. Первым гуманоидным роботом компании стал Batman, впервые появившийся в 2009-м. Робот, созданный для тестирования костюмов химзащиты, сначала умел только имитировать человеческую походку, но затем научился приседать, пригибаться, ползти и выполнять другие действия, так же, как выполнял бы и их человек. А в 2013 году был представлен робот Atlas, самый совершенный антропоморфный робот в мире. Сильный, ловкий и маневренный робот не наделен искусственным интеллектом, но умеет контролировать свое передвижение в реальном времени. В этом ему помогают камеры на голове, 28 суставов в ногах и руках, а также множество датчиков, расположенных в области таза и по всему телу робота. Они измеряют ускорение, положение его тела в пространстве при движении и другие параметры его взаимодействия с окружающим миром.
Робот активно балансирует во время ходьбы, бега и трюков. Он умеет использовать силу инерции, ощущать местность через сенсоры в стопах, регулировать силу, прилагаемую ногами к земле. Каждый прыжок, кувырок или сальто требует от робота массы вычислений для удержания равновесия. Хотя инженерами Boston Dynamics создана целая библиотека предварительно рассчитанных траекторий движения для Атласа, система управления роботом постоянно адаптирует их к текущим условиям в режиме реального времени. Все трюки робота Atlas становились хитами Ютуба, и последним из них был танец роботов Boston Dynamics под Новый год. К этому видео компания готовилась 1,5 года. Безумие? Вот и нет. Шоу талантов в мире роботов дало Атласу новый толчок в развитии. Робот был модернизирован конструктивно, чтобы стать еще более сильным и научиться выполнять все движения без остановки и с максимальной экономией энергии. Но самое главное, были усовершенствованы инструменты программирования движения робота. Если вначале инженерам приходилось месяц работать над новым ПА, то к концу этот период времени сократился до 1-2 дней. Подробнее о том, как создавался робот Atlas, можно узнать по ссылке в подсказке. Но вернемся к истории. В 2015 году Boston Dynamics представила первую версию робота Spot, а через 2 года показала и первую робо-руку, созданную для робота. Сегодня Spot открыто продается по цене от $74,5 тысяч в базовой комплектации. Робот управляется с планшета, напоминающего игровой джойстик, и умеет самостоятельно передвигаться по разнообразной местности, меняя свои многочисленные походки, а также обходить препятствия. Для ориентации Spot использует 5 пар стереокамер дальностью работы 4 метра, обеспечивающих ему полный обзор на 360 градусов. Ноги Spot приводятся в действие 12 специальными двигателями постоянного тока, по 3 в каждом плече. Последняя версия робота Spot Enterprise получила более мощный процессор, способность к самостоятельной зарядке, а также усовершенствованную роборуку. При весе 8 килограммов манипулятор с 8 степенями свободы может поднимать 5 килограммов груза. Просто покажите роботу рычаг, который нужно переключить, или дверь, которую надо открыть, и он самостоятельно осуществит захват и поворот объекта. При этом робот будет использовать ноги и положение тела, чтобы увеличить силу своей руки. Подробнее о Spot можно узнать из выпуска по ссылке в подсказке. Но и это не все роботы компании. Представленный в 2017 году робот Handle задумывался как идеальное сочетание ног и колес в одном. Handle был гораздо проще других роботов компании. Не найдя ему применения в исходном виде, Boston Dynamics переработала его в ловкого складского робота. Однако малая скорость работы и необходимость пространства для маневров убили робота как коммерческий продукт в самом зачатке. Зато в результате этого поражения появился новый робот компании Stretch. А в чем же его уникальность? Во-первых, робот создан на базе Spot и Atlas. От них у Stretch, например, система машинного зрения. Это 2D-камеры, датчики глубины и программное обеспечение, которое позволяет роботу обнаруживать препятствия и коробки. Суставы в роборуке Stretch, обладающие 7 степенями свободы, те же, что и в бедрах робота Spot. Во-вторых, Stretch гораздо легче своих аналогов, традиционных складских роботов. Его не надо привинчивать к полу, чтобы манипулировать грузами. Робот не требует особой инфраструктуры и может работать на любом более-менее упорядоченном складе, перемещая в час 800 коробок весом около 23 килограммов. Утром он может разгружать коробки с грузовика, днем перемещать их внутри склада и заниматься паллетированием, а вечером может загружать их в другой грузовик для отправки. То есть робот работает там, где он нужен именно сейчас. У Stretch есть своя система технического зрения. Он может обнаруживать, захватывать и перемещать коробки автономно, перемещаясь в любом направлении и преодолевая пандусы. Умный захват робота без задержек распознает и работает с любыми типами упаковки, благодаря встроенным средствам контроля и активного управления. Емкий аккумулятор обеспечивает 7 часов автономной работы, но робот может питаться и от сети. Хотя Stretch не выглядит таким уникальным, как другие роботы компании, он может обеспечить Boston Dynamics прибыль, став их вторым коммерческим продуктом. В 2017 году Google продал компанию японскому конгломерату SoftBank.
который в свою очередь продал 80% компании южнокорейскому технологическому гиганту Hyundai. В самой компании смотрят на эти изменения с оптимизмом. Инвестиции SoftBank позволили расширить штат Boston Dynamics со 100 до 300 человек и запустить продажи и техподдержку Spot. От Hyundai в компании ждут инженерные и производственные ноу-хау, а также производственные мощности, необходимые для расширения масштабов коммерческой продукции. Главное, что Boston Dynamics остается Boston Dynamics и продолжает исследовать и создавать невероятных роботов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк видео и делитесь им с друзьями.